Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Продолжаем пополнять копилку домашнего кондитера. Это видео посвящено приготовлению обычного или классического бисквита, который чаще других видов бисквита используется для приготовления тортов, рулетов, пирожен и других кондитерских изделий. Тема бисквита просто бесконечна, безгранична. Здесь много разных рецептур, много разных хитростей, тонкостей, каждый из которых требует отдельного видео. В одном видео рассказать обо всем и сразу просто невозможно. Поэтому в этом видео я покажу свой самый любимый, самый проверенный способ приготовления бисквитного теста, которым я чаще всего пользуюсь сама. Этот способ я называю без разделения яиц на белки и желтки. Давайте приготовим. Для бисквита нам понадобится 4 куриных яйца среднего размера. На каждое яйцо я беру по 30 грамм муки и 30 грамм сахара. То есть на 4 яйца мне понадобится 120 грамм сахара и 120 грамм муки. В муку я добавила столовую ложку крахмала. Всего по весу муки и крахмала 120 грамм. Для чего в муку добавляется крахмал? Чтобы бисквит получился легким и воздушным, его замешивают на муке со слабой клейковиной. Обычно такую муку называют для кексов или для тортов. Крахмал не содержит клейковину, и поэтому, добавляя его в муку, мы снижаем общее количество клейковины в тесте, то есть делаем муку более слабой. Часто в бисквитное тесто добавляют еще и разрыхлитель для теста. В случае обычного классического бисквита я считаю это лишним, поскольку он и так хорошо поднимается без дополнительного разрыхления. Более того, его присутствие в тесте может привести к образованию больших воздушных пузырей, которые в свою очередь приводят к тому, что бисквит оседает. Но при желании для подстраховки вы можете его добавить. На такое количество яиц я бы взяла пол чайной ложки. Смешиваем муку и крахмал. Если вы будете использовать разрыхлитель, то добавьте сюда и разрыхлитель для теста. И обязательно просеиваем. Готовить бисквит я буду без разделения яиц на белки и желтки, хотя есть методика с разделением, и со временем такой рецепт тоже будет на канале. Единственное техническое «но», поскольку мы будем взбивать целое яйцо, то есть белок в присутствии жира, который существенно осложняет процесс взбивания, нам придется приложить больше усилий, то есть взбивать более длительное время, и желательно наличие хорошего мощного миксера. Для того, чтобы облегчить процесс взбивания, яичную массу зачастую подогревают до температуры примерно 40 градусов Цельсия. Но если у вас хороший современный миксер, то можно не подогревать. Главное, чтобы куриные яйца были не прямо из холодильника, не холодные. Их нужно заранее достать и дать согреться до комнатной температуры. Сначала яйца слегка взбиваем миксером, затем постепенно в 3-4 приема добавляем сахар и взбиваем в легкую воздушную массу. Вот такие признаки готовности взбитой массы указаны в учебнике. Она должна увеличиться в объеме 2,5-3 раза, быть пышной консистенции, и полностью должен раствориться сахар. Ко всему этому я бы еще добавила, что яичная масса должна стать настолько плотной, чтобы ей можно было рисовать. Степень взбития яичной массы проверяем периодически, останавливая миксер. Вот сейчас масса уже вроде бы легкая и воздушная, но след не остается, поэтому это недостаточно, взбиваем дальше. Сейчас след остается, но он еще стекается очень быстро. Этого тоже недостаточно. Взбиваем дальше. И вот то, чего мы хотим добиться. Взбитой массой можно совершенно спокойно рисовать. След, оставленный на поверхности, остается видимым в течение нескольких секунд. И только после этого можно добавлять тесто муку. Вмешиваем муку очень аккуратно, складывающими движениями. Лопаточкой двигаемся снизу вверх. Очень важно вмесить муку достаточно быстро, поскольку длительное такое частое перемешивание может привести к тому, что будут схлопываться пузырьки воздуха, которые сейчас есть в тесте, и бисквитная масса начнет оседать. Муку вмешиваем буквально в 2-3 приема, но при этом следим, чтобы не было ни промеса, чтобы не было сухих комков муки. В результате получается вот такое легкое бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, чтобы нижний корж был максимально ровным. Борта ничем не смазывала. Вот это принципиальный вопрос. В процессе поднятия и охлаждения бисквит цепляется за бортики формы, поэтому для хорошего сцепления их ничем не смазываем. При смазанных бортиках бисквит будет скользить и в результате может осесть или получится более низким.
Форму можно несколько раз прокрутить для того, чтобы в центре создалась воронка и при выпечке бисквит получился ровным. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовки. Обычно бисквит печется 30-40 минут. Первые 20 минут дверцу духовки не открываем, иначе бисквит может осесть. Готовность проверяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и дадим полностью остыть. Бисквит можно охлаждать в перевернутом виде, для того, чтобы середина не просела. После того, как бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы. С бумаги я пока бисквит не снимаю. Вот такой легкий, воздушный и довольно высокий бисквит у нас получился в результате. Возвращаем бисквит на решетку и в таком открытом виде оставляем выстояться. По правилам нужно дать выстояться 8-10 часов, но на мой взгляд можно ограничиться 5-6 часами. И уже только после этого бисквит можно разрезать. Вот как об этом написано в учебнике. Если использовать свежий теплый бисквит без выстойки, то при резке он будет мяться и крошиться, а при пропитывании сиропом размокнет и при последующей обработке развалится. Я разрезала бисквит пополам, поскольку я готовила с ним торт гусиной лапки, мне нужно было 2 высоких коржа. Его совершенно спокойно можно разрезать и на 3 коржа. Высота вполне позволяет. Вот такой красивый, воздушный и пористый бисквит на разрезе. И заметьте, что этой пористости я достигла без использования разрыхлителя. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.